Вчера в Казани начался 16-й саммит БРИКС, на который приехали делегации из 36 стран. Прибыл и председатель КНР Си Цзиньпинь, и премьер-министр Индии Моди, и президент Египта, и президент ЮАР, и десятки других глав государств и высоких представителей. Однако в саммите участвуют не все приглашенные. Президент Бразилии сумел достать справку от врача, а президент Сербии отбрехался, что, мол, уже пообещал встретиться в это время с президентом Польши. Еще до начала саммита в Казани горожан на всякий случай предупредили, чтобы никто не выезжал на улицы города на старых машинах и не позорил страну. А сразу после начала мероприятия в городе начали глушить сотовую связь, как сообщают операторы, для безопасности саммита. Словом, происходит какое-то интересное мероприятие, на которое с одной стороны приехало много важных политических лидеров, а с другой некоторые лидеры приложили усилия, чтобы на него не доехать. С третьей стороны, до этого года БРИКС был между собойчиком на 5 государств, а тут вдруг саммит почтили присутствием аж 36 участников. Официальная российская позиция, что это все плоды многополярности, антиколониализма и поддержки России настоящим мировым сообществом. Ведь делегации на саммите представляют страны, в которых живет больше половины населения Земли. Давайте сегодня разберемся, что такое БРИКС, почему к нему приковано столько интереса и каков истинный смысл его существования. Эта история началась в 2001 году, когда и Россия, и Китай были крошечными экономиками, почти незаметными в мировом ВВП. Бедными странами, едва сводящими концы с концами, но с серьезным потенциалом. В конце 2001 года главный экономист американского инвестиционного банка Goldman Sachs Джим О'Нил обратил внимание на этот потенциал и написал статью «Building Better Global Economic BRICS». Его внимание привлекли 4 экономики – бразильская, российская, китайская и индийская, совершенно в сущности разные, но способные, по мнению О'Нила, на быстрый экономический рост. Заметим тут, что конец 2001 года – это время сразу после теракта 11 сентября. В воздухе носятся апокалиптические настроения, и многим экспертам приходит в голову, что наступает конец прежнему миру и западной цивилизации, и что Европа и США идут к своему упадку. А значит, другие страны и другие политические системы должны прийти на смену. И аналитики пытались понять, кто это будет и за счет чего новые игроки обеспечат себе доминирование. Джим О'Нил предположил, что у Бразилии, России, Китая и Индии есть все необходимое, чтобы увеличить политическое влияние и, главное, свою экономику. У каждой из этих стран огромная территория, большое и бедное население, а значит, есть где развивать промышленность и есть кого нанимать за очень небольшие деньги. Анализ О'Нила убедил инвесторов, что из-за этих факторов в названных странах начнется бурный экономический рост. Также О'Нил придумал и сам термин «БРИК» по первым буквам названий стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай. Типа кирпич, надежный и твердый. Отлично подходит для инвестиций. В конце слова О'Нил добавил «С», чтобы было понятно, что кирпич не один. БРИКС – кирпичи. Стройте из них лучшую глобальную экономику. Нейминг и вообще вся идея оказалась очень удачной. И все следующее десятилетие Goldman Sachs использовал неологизм в хвост и в гриву в маркетинге, продавая инвестиционные инструменты, связанные со странами БРИКС. Оказался корректным и анализ. Все нулевые годы экономики стран БРИКС росли. Китай вообще стал второй экономикой мира. Инвесторы получали прибыль, а банк Goldman Sachs тоже немало на этом заработал. Со временем представление о БРИКС проникло в политику. Некоторые руководители стран БРИКС вошли во вкус. Мы, дескать, новая цивилизация, пришедшая на смену западным демократиям. Вот-вот станем ключевыми игроками, потеснив США и Евросоюз. Идея, завладев умами, требовала реализации, и в 2006 году БРИКС стал политической реальностью. Ну то есть как реальностью. Не все так просто оказалось. Разберем после некоммерческого объявления «От насилию нет». Более 70% всех убийств женщин в России совершается партнерами и родственниками. Почти 80% женщин, отбывающих наказание за умышленное убийство, пытались просто спасти свою жизнь. Каждая история – это отдельная трагедия. Последние годы насилия становится только больше. Обычно агрессор – это самые близкие люди – мужья, сыновья и отцы. Женщины беззащитны перед ними. Им некуда уйти, и за них некому заступиться. Телефоном он ударил меня по пальцам, стал кричать, сказал: «Собирай вещи и убирайся». Все это было ночью, а рано утром мне надо было идти на работу. Когда он начал меня выгонять, я вышла на балкон и зашла на сайт центра.
Оформила заявку на психологическую консультацию и вернулась в квартиру. Я сходила на консультацию, и специалистка помогла мне справиться с тяжелыми событиями. Вскоре мы расстались. Я решила, что возвращаться больше не хочу. Сейчас мне все еще бывает тяжело, но мне помогает работа с психологом. Мы в «Насилию нет» уже больше 6 лет помогаем женщинам в России. Оказываем психологическую и юридическую поддержку, предоставляем убежище и защиту. На деле мы оказываем полный цикл поддержки. У нас пострадавшая может переночевать, когда дома опасно, найти работу и годами оставаться в нашем поддерживающем сообществе. И несмотря на то, что с каждым годом становится труднее, мы продолжаем работать. Чтобы помогать пострадавшим, каждый месяц нужно больше 3 миллионов рублей или 30 тысяч долларов. На экстренное убежище, психологическую помощь, комплексное сопровождение, юридическую поддержку, организацию образовательных программ и многое другое. Каждый год помощь «Насилию нет» получают десятки тысяч женщин. Помогите им прямо сейчас. Даже $10 в месяц способны изменить чью-то жизнь. Ссылка на страницу с пожертвованиями в описании к этому видео. Продолжаем. Мы говорили о том, что идея создания БРИКС в какой-то момент стала требовать реализации, и в 2006 году БРИКС стал политической реальностью. Ну, то есть как реальностью. Многие из вас наверняка знают, что ежегодно в Санкт-Петербурге проводится Международный экономический форум. Пафосное деловое мероприятие, куда приезжают руководители компаний, министры, губернаторы, главы разных государств. И Путин, кстати, тоже. Там ведутся важные переговоры, а потом из этого получаются сделки, инвестиции и всякое оживление экономической активности. И вот в 2006 году на Петербургском международном экономическом форуме министры экономики Бразилии, России, Китая и Индии решили, что нужно теснее взаимодействовать, раз уж даже название для их сотрудничества имеется. Через несколько месяцев в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН уже министры иностранных дел 4 государств встретились и обменялись заверениями, что, мол, в сотрудничестве заинтересованы. После этого еще 2 с лишним года представители БРИК, тогда еще без «С», встречались на разных международных мероприятиях. То главы государств пересекутся в Японии, то в Бразилии или Лондоне уже министры финансов. И вот, наконец, в 2009 году состоялся собственный саммит БРИК в Екатеринбурге. С тех пор встречаются ежегодно, по очереди в разных странах-членах клуба. В 2010 году в БРИК вступила ЮАР, и клуб стал называться БРИКС. Последнюю «С» означает Южная Африка, South Africa. Может, только поэтому ее и взяли. Ладно, шучу, нет, не поэтому. С 2010 года и до сих пор в БРИКС состояли 5 государств. Ну, не совсем до сих пор. В январе этого года туда приняли 4 новые страны. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопию. В разное время намерение вступить в БРИКС выражали Аргентина, но с новым президентом передумала, Сирия, ну это как-то вообще сомнительно, Малайзия, Индонезия, Саудовская Аравия, Алжир, Азербайджан и даже Турция, которая вообще-то страна НАТО. Получается двойственная ситуация. С одной стороны, БРИКС существует уже довольно долго, 16-й саммит проводит, декларации подписывают, ряды пополняют, совместные заявления делают и вообще какой-то движухой занимаются. Причем вся эта кипучая деятельность не на ровном месте. У стран в самом деле есть общие интересы. Все хотят больше влияния, рынков и возможностей, а еще вывести глобальный юг на лидирующие позиции и избавиться от доминирования Запада. А с другой стороны, БРИКС так и остается клубом. Очередным дискуссионным форумом, который не образует ни структур, ни постоянных институтов, ни организации. Решение в рамках БРИКС можно принять только единогласно. Ни капли суверенитета для маломальской интеграции ни одна из стран поступиться не готова. Единственным реальным совместным проектом стран БРИКС был и остается новый банк развития. Идея состояла в том, чтобы создать собственную структуру вроде МВФ или Всемирного банка. В итоге все члены БРИКС скинулись деньгами, и новый банк развития уже больше 10 лет работает. Финансирует инфраструктурные проекты. Например, России давали кредит на совершенствование судебной системы. Хотя, казалось бы, ну куда лучше. А еще этими средствами ремонтировали систему водоснабжения и водоотведения в Чебоксарах и Иванове. Но когда против России ввели санкции, новый банк развития перестал финансировать проекты в нашей стране. На каждой сессии с участием президента банка часто заходит разговор о расчетах между странами-участницами в национальных валютах. Ну, вы знаете, о той самой дедоларизации. Но никаких шагов к этому не делается. По одной простой причине.
Какие бы ни были общие интересы у членов БРИКС, экономические отношения связывают их не друг с другом, а с развитым западным миром, с западными странами, против которых они вроде как и дружат на своих саммитах. Западные страны нужны им как инвесторы и как рынки сбыта, как поставщики технологий и как покупатели ресурсов. Какое-то время члены БРИКС говорили о создании единой валюты, но на самом деле к такой интеграции не готова ни одна из стран. У БРИКС нет ни общего центробанка, ни единой налоговой системы, ни беспошлинной торговли, ни договоров о взаимном благоприятствовании инвестициям. Почти нет производственных связей. С Китаем почти у всех есть, а сквозных через весь БРИКС нет. Многие из этих мер принципиально невозможны. Например, Бразилия входит в Меркосур, это договор об общем рынке стран Южной Америки, а Россия в Евразийский экономический союз с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, внезапно Кубой и другими странами. Россия и Бразилия не могут отменить между собой таможню, мешают их соглашения с другими странами. В начале десятых, спустя десяток лет после возникновения концепции стран БРИКС, готовых вот-вот совершить рывок, многим финансовым аналитикам казалось, что их прогнозы относительно экономического роста блестяще оправдались. Четверка стран в самом деле показала отличные результаты, их экономики выросли в несколько раз. Но второе десятилетие 21 века оказалось для них не таким успешным. Китай продолжил рост практически в соответствии с прогнозами, но многим экономистам этот рост кажется странным. Уже не первый год специалисты, изучающие экономику Китая, спрашивают себя, а не привирает ли правительство Китая насчет статистики, например, темпов экономического роста. И похоже, что да, привирает. Но точно мы узнаем об этом только если в Китае в самом деле случится масштабный экономический кризис, о возможности которого поговаривают довольно долго. Бразилия и Россия тенденции нулевых тоже не продолжили и вообще оказались настоящим разочарованием. Ни одна, ни другая страна не воспользовались имевшимися возможностями. Не модернизировалась, не нарастила производительность труда, не вырастила надежные демократические институты, которые бы способствовали дальнейшему росту. Богатые ресурсы вместо фактора развития обернулись ресурсным проклятием. Теперь, спустя 20 с лишним лет, никто уже не возлагает надежд на эти страны, как на драйверы глобального экономического роста. Что до серьезного политического влияния, оно есть разве что у Китая. Новые страны стремятся в БРИКС не от каких-то заоблачных ожиданий, а чтобы стать частью группы, куда входят Китай и Индия, в расчете на более тесные отношения. На возможность раз в год перекинуться словечком с председателем Си и премьером Моди. Все остальные амбиции существуют только на словах. Что уж говорить, когда общих задекларированных целей даже у коалиции нет. На самом деле, даже когда стран-участниц было всего 4, большая часть подписываемых на саммитах документов оказывались декларациями за все хорошее против всего плохого. БРИКС брались за все. За установление нового мирового порядка, за проблему изменения климата, за глобальные экономические вызовы и за борьбу с международным терроризмом. Но ни за что конкретно. Начиная с этого года главным занятием БРИКС, похоже, становится прием новых членов. Часть желающих принята, рассмотрение заявления о вступлении других желающих является одной из тем саммита. Это значит, что никто по-прежнему не собирается формулировать четкие общие цели клуба. Ведь чем точнее определение, тем выше вероятность, что цели эти не подойдут новым или старым членам. Между тем, общих целей у участников БРИКС не может быть по совершенно фундаментальным причинам. Потому что размер территории, численность населения и бедность – неподходящие основания для политической или экономической коалиции. В самом начале этой истории, в 2001 году, Джим О'Нил предложил понятие БРИКС из желания написать внятную статью, которую можно читать, где не будет 88 раз повторяться «большие развивающиеся страны – Бразилия, Россия, Индия, Китай». Это обычный прием в научных и просветительских материалах – объединить сущности под общим зонтичным термином. Как мы в своих роликах, например, говорим «страны бывшего соцлагеря», хотя прекрасно понимаем, что у Эстонии с Туркменистаном меньше общего, чем у меня с цирковым акробатом. Просто иногда это уместно. Автор совершенно не имел в виду, что страны БРИКС образуют союз или какой-то альтернативный полюс западному миру, что их экономики совместимы, что у них есть общие интересы, цели и задачи.
Автор просто хотел сказать: посмотрите, скоро тут будут здоровые экономики, у данных государств для этого все есть. Автор не имел в виду союз, потому что любому здравому эксперту очевидно, такого союза не может существовать. Не может быть общего интереса у Китая, чьей промышленности нужны дешевое сырье и энергия, которому бочка нефти по 20 и это подарок с небес, и у российской петрократии, для которой бочка по 20 это пойти и повеситься. Индия и Китай для своего региона – это как 40 лет назад США и СССР для всей планеты. Они главные конкуренты за рынки и сферы влияния. Интерес Индии – забрать рабочее место по сборке айфона у китайца и вытащить тем самым из нищеты индуса. Индия не собирается дружить с Китаем против Америки. Чем хуже у Китая с Америкой, тем богаче Индия. Не бывает союза ради союза. Люди, страны, оппозиция, бизнесмены – все объединяются либо для достижения общего результата, чтобы, например, создать семью и завести детей, или чтобы вместе манипулировать ценами на нефть. Либо объединяются для решения общих проблем, как всякие бизнес-ассоциации, которые бодаются с государством. Один ресторан, например, не может отменить дурацкий норматив 60-х годов, а 1000 уже найдет себе депутата. У Евросоюза понятно, в чем интерес. От свободы перемещения товаров, денег и людей страны с похожими структурами экономик сильно выигрывают. Любой выигрыш всегда общий, любая проблема – проблема для всех. Почему в ЕС не входит столь культурно близкая Норвегия? Потому что она сырьевая, и общих проблем с остальной Европой у нее нет. Когда немцу дорого заправлять машину, норвежец становится немного богаче. Точно так же не бывает несоразмерных союзов. Да, в тот же ЕС входят и совсем крошечные экономики, но они туда присоединились, когда союз уже вовсю жил. Основу составили Франция, ФРГ и Великобритания – соизмеримые страны. ВВП Китая больше всех прочих участников БРИКС вместе взятых. Китайский госбюджет – это 1,5 российских ВВП. Китай может полностью прекратить торговлю с Россией и даже не чихнуть. То есть БРИКС – такое себе союзное государство России и Беларуси, только в другую сторону. Китай и все остальные. Зачем же существует институт, которого не должно быть? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, когда мы вообще слышим про БРИКС. А слышим мы про него только во время саммитов. ЕС, НАТО, ОПЕК – все настоящие организации, которые способны к совместному действию, существуют всегда. В их случае известны реальные решения и действия. Тогда как БРИКС – это собрание ребят, которым нечего друг другу сказать. Они снова согласились активизировать диалог и разошлись, в очередной раз убедившись, что между Индией, ЮАР и Бразилией как не было внешнеторговой активности, так никогда и не будет, потому что глобус не врет. Но эти саммиты нужны лично Путину. Все свое правление Путин изо всех сил плодил международные организации. Сколько сил и ресурсов было положено на то, чтобы Большая Семерка стала Большой Восьмеркой, чтобы Россию взяли во Всемирную торговую организацию. Сколько форумов и саммитов проводила Россия в довоенное время по всей своей территории, от Питера до Владивостока. Это уму непостижимо. Мы знаем, насколько Путину важно стоять на одной трибуне с мировыми лидерами. Даже 1,5 триллиона на Олимпиаду угрохать не жалко. И неважно, насколько все эти тусовки и пьянки чиновников были осмысленны и давали результат. Они нравились лично Путину. Ведь он принимал взрослых мальчиков в своей песочнице. Сейчас же, когда большая часть мира руки ему не подаст, это мероприятие важно вдвойне. Как бы вы, мол, меня не изолировали, у меня есть большие друзья, которые приедут в гости. Демонстрирует Путин каждой такой тусовкой. Кажется безумием, что такой колоссальный и дорогостоящий институт существует только за тем, чтобы Путину нравилось. Но не нужно недооценивать, сколько всего грандиозного и баснословно дорогого в режимах типа нашего не имеет ни мотива, ни содержания, а существует только для того, чтобы вождю было приятно. Вот такая история. Мало логики, но как есть. До завтра.